Все мы помним одну известную фразу «Мой дом – моя крепость». Это то самое место, где вы будете максимально защищены от любых воздействий. Непогода, диалог с незнакомым человеком. Да и в целом, заперев свою дверь изнутри, вы сможете спать спокойно. Но есть то, от чего вы просто не сможете убежать. Одной такой спокойной ночью вы можете проснуться от какого-либо шороха, кинуть свой взгляд в коридор и увидеть что-то странное, издающее шаги или шепот. А чтобы не сойти с ума и быть готовым к подобным проявлениям, посмотрите этот ролик до конца, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начинаем. Как вы могли догадаться, сегодня речь зайдет про маленькое и доброе существо, которое в большей степени старается защищать не только ваш дом, но и вас самих. Его имя – Домовой. Одной из главнейших легенд происхождения домового считается та, в которой рассказывает о том, что однажды Бог решил устроить наказание для павших ангелов и спустил их на землю. А те, которые приземлились в чем-либо доме, по итогу стали домовыми. Называть домового можно по-разному. Дух-хранитель, банник, ветродуй, прибаутник и другие различные наименования. Но какой облик имеет это маленькое существо? Еще сотни лет назад люди представляли домового в виде человека, который был на одно лицо с хозяином дома, а потому иногда его самого называл хозяином. Обычно домовой представляет в образе деда, но существует поверье, согласно которым, чем старше домовой, тем он моложе выглядит, и наоборот. Так или иначе, он волосат, мохнат или носит меховую шубку, а руки и ноги его покрыты шерстью. Место обитания домового – печь или подпечье, но в наше время домовые также обитают и в жилых квартирах. И здесь он сам примет решение, какое место в квартире будет для него уютом – шкаф, место под кроватью или иное другое. Откровенно говоря, не все так прекрасно и сказочно, как многие могли бы подумать, ведь домовое существо достаточно разумное, несмотря на свой внешний облик. И порой, когда в доме преобладает негативная энергия, хранитель становится достаточно недобродушным, готовым немного похулиганить. Если вы воспринимаете своего домового как члена семьи и относитесь к нему с большим уважением, как минимум подкармливаете его различными угощениями, молоком, сахаром, кашей, хлебом, то будьте готовы к тому, что ваш быт и атмосфера станет в 100 раз лучше. Ведь совсем не важно, что вы оставите домовому покушать. Важно уделять ему внимание и не забывать, что он важен для вашей семьи. Таким простым способом вы задобрите маленького старичка, и домочадцы смогут спать спокойно, зная, что их сон охраняет хранитель дома. Злого домового создаем также мы сами. К примеру, добрый старичок любит чистоту и порядок и не переносит ненужных сломанных вещей, которые не несут никакой энергетической нагрузки. Также он ненавидит скандалы, ссоры, повышение тона. И вот здесь начинает происходить некое зло, ведь чтобы показать свой знак протеста подобного, домовой начнет громыхать посудой, стучать дверьми, прятать от вас самые важные вещи. Например, ключи от дома или автомобиля. Если отсутствует уют для домового, тогда он приступит к проделкам, ломанию электроприборов или перегоревшей лампочки. Существовали также различные случаи, где дух-хранитель совсем не охранял своих хозяев дома, а всячески пытался нанести увечья, а порой и душил во сне. Но к этому мы вернемся немножко позже. Существует также очередное поверье, которое гласит, что каждая семья способна получить своего домового. И то, каким он будет, зависит напрямую от самой семьи и людей. Если они добрые и понимающие, действительно честные и открытые люди, тогда в их дом придет позитивный и добрейший старичок. А если семья изначально не имела уважения к друг другу и в их доме всегда бардак, да такой, что напоминает берлогу, тогда в их доме окажется именно негативный домовой, который будет только усугублять ситуацию. В некоторых случаях домовые могли самостоятельно покинуть жилище, ведь с каждым новым негативным проявлением они становились только худее и по итогу оставляли хозяев дома на произвол судьбы. Но во многих случаях добрых астральных существ при переезде с места на место брали с собой, и вот как это происходило. Перед тем, как переезжать на новое место жительства, нужно задобрить домового. Подготовьте красивую коробочку, в нее сложите фантики, лоскутки, маленькие игрушки и другие различные безделушки. Подготовленную коробочку поставьте в своем старом жилище и выберите укромное местечко, приговаривая эти слова. «Мой домовой всегда со мной, на новое место переезжает, свои пожитки собирает, подарки на новоселье получает».
после чего оставьте коробочку на несколько часов, а после заберите ее на новую локацию. В новой квартире поставьте ее также в укромное место, чтобы домовой после переезда смог забрать свои вещи и вновь ощутить себя хозяином жилья. Такие достаточно простые действия помогут создать понимание с существом и не обратить его в негативное русло. Есть и те случаи, когда домового забирать не надо. К ним относятся частые конфликты, на прежнем месте жительства пропадают вещи, бьется посуда и снятся кошмары. Уезжает часть семьи, старшее поколение остается на прежнем месте жительства. Семья переезжает уже в обжитое жилище. В этом случае домовой нового жилья может остаться там. Домового не забирают в том случае, если он сильно привязан к одному из членов семьи, а также если он передается по наследству. В этих случаях домовой сам отправится с семьей на новое место. Первые мысли. Домовой – это существо неумолимое, и увидеть его обыкновенному взрослому человеку просто невозможно. Но существуют простые детали, которые помогут понять однозначно, есть ли в вашем доме добрый старичок или нет. Если каждую ночь вы будете прислушиваться к тому, что происходит в ваших владениях, вы сможете подметить для себя определенные вещи, которые повторяются. Скрежет, возможно, шаги, стуки. Именно в это время домовой обходит свои владения. Если в доме есть кот, то можно понаблюдать за ним и увидеть изменчивый характер животного. Часто их взгляд направлен куда-то в пространство, будто там кто-то есть. Кот может начать мурчать без причины и бегать по квартире, будто играет с кем-то. Это будет явным признаком, что он подружился с духом. Собаки же дают абсолютно другую реакцию. Они могут долго смотреть в одну точку и не проявлять никаких эмоций. Если вы предчувствуете, что буквально сейчас придут незваные гости, скорее всего, в этом вам помогает домовой. Если после ссоры с человеком вы быстро смогли с ним найти общий язык и наладить отношения, знайте, что этому поспособствовал домовой, которому не все равно на что происходит в доме. Есть такие жилища, в которые хочется возвращаться постоянно, чувствуя уют и доброту. И именно в подобных домах домовой постарался очень хорошо. Странные звуки на кухне, шорох, звук посуды – это тот самый признак наличия домового в квартире. Ведь им обязательно нужно проверить наличие принадлежностей. Исчезли предметы, которые были на виду, детские игрушки, приборы для трапезы. Один из явных признаков домового – отсутствие конфеток и различных сладостей. Как я и обещал в самом начале, мы еще вернемся к злым домовым, которые в реальной жизни принесли вред своему хозяину. Так случилось с одной девушкой по имени Наталья, еще в далекие 70-е годы, когда ей было всего 12 лет. Тогда она со своей семьей переехала в новую квартиру, которая изначально не предвещала беды. Она ходила в школу и часто любила дневной сон. Был очередной будний день, когда ее жизнь разделилась на до и после. Вновь уснув, она почувствовала, что ей не хватает кислорода, будто дышать стало невозможно. Затем почувствовала тяжесть в области шеи и всячески пыталась сконцентрироваться на том, чтобы проснуться. Это было некое осознание, что если сейчас она не проснется, то она уйдет из жизни. Она проснулась, тяжело дыша, и помнила все, что чувствовала. С этого момента Наталья стала регулярно сталкиваться с домовым вплоть до старших классов. Уже позже дневные визиты духа пропали. Сейчас она работает в сфере образования и все еще иногда испытывает подобный опыт. Женщина думает о том, что, возможно, у нее есть психологические проблемы или все это связано с криминальным прошлым района, в котором она живет. Таким образом, на своем собственном примере Наталья столкнулась с тем, что стала уязвимой для сил, на которые просто не может повлиять. Конечно, если бы можно было провести профессиональные беседы со специалистами, то, возможно, они нашли бы точный ответ для подобного проявления. Ведь человеческий мозг – неразгаданное творение, которое производит регулярно различные мысли, видения, а порой и заставляет поверить в то, чего просто нет. Домовой не боится святых символов. Да, он их любит, и это напрямую сигнализирует о том, что домовых можно отнести к силам света. Зло или добро? Домовые, как и люди, есть плохие, а есть и хорошие. Домовой посредник между духами и людьми? В былые времена каждое животное в хозяйстве было на счету, и если корова или лошадь терялись в лесу, это было трагедией для всей семьи. Считалось, что злой дух леса забирает животных. Домового просили об услуге, делая преподношения. Тогда домовой мог заступиться за
семейство и настоять, чтобы дух леса отдал животное. Домовой не связан с силами тьмы. Да, он бывает злой, но опять-таки это все зависит от самого человека. И чтобы поселить в своем доме доброго духа, хранителя, достаточно быть порядочным человеком. Множество людей на планете сталкивались с различными поведениями домового. Каждый из них будет трактовать свою версию встречи с этим существом по-разному. Верить в него или нет, решать вам. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.